мы с вами приземлились в Симферополе. Это сейчас единственный действующий аэропорт на полуострове. И мы здесь будем базироваться 3 дня. Аэропорт просторный, светлый. И он удивил меня фантастической стеной зелени от пола до самого потолка. Я специально подошла проверить, потому что обычно вижу искусственные растения в присутственных и официальных местах. И увидела самые настоящие маленькие горшочки, собранные в гидропоническую систему. И растения в них тоже самые настоящие. Выглядит очень впечатляюще. Конечно, мы не будем брать такси, которые стоят наготове у аэропорта. Цены у них просто заоблачные. Uber и других привычных нам агрегаторов здесь тоже нет. Но я подготовилась и скачала несколько приложений местных таксопарков. Не все они справились с простой задачей доставить меня от аэропорта к месту моего проживания. Волна выдала техническую ошибку, ветерок скопытился на стадии регистрации, сказав, что введенный код неверен несколько раз подряд. Зато справился Максим. Ну что, друзья, мы заселились, и у нас с вами ни отель, ни гостевой домик сегодня. У нас с вами обычная, очень хорошая маленькая квартирка-студия. Надо сказать, что здесь, в этом регионе, здесь не работает традиционный букинг. Его здесь нет. Есть свой сайт, который называется суточно.ру. И на нем можно найти очень хорошее предложение. Только будьте готовы к тому, что расчет в большинстве своем во многих местах здесь за наличку. Мы остановились в Симферополе, потому что отсюда удобно добираться до интересных нам мест. Мы посетим в этой поездке Бахчисарай и Севастополь. По Симферополю мы тоже прогуляемся. Посетим храм, в котором покоятся мощи известного хирурга нашего времени и прославленного христианского святого Луки, воина Ясенецкого. Но об этом мы поговорим в другом ролике. А пока посмотрим старый город. Где-то с вздыбленным асфальтом, где-то с достаточно интересной историей. Город был основан в 1784 году на месте крымско-татарской деревни Ак-Мечеть и получил в соответствии с модой того времени псевдогреческое название Симферополь, что может переводиться как «город общего блага» или «город пользы». Самым известным из древних предшественников города является Неаполь-Скифский, столица позднескифского государства, возникший примерно в III веке до нашей эры и предположительно разрушенный готами в III веке нашей эры. Развалины Неаполя находятся сейчас в районе Петровской балки на левом берегу реки Салгир. На улице Долгоруковской, однако, нас встретила самая современная история в виде невероятной красоты деревянных фигур. У художника явно все в порядке с фантазией. Здесь и лохматые мишки, которые словно только что вышли из леса, и знаменитый Хаджа Насреддин, прячущий в уголках глаз свою мудрую улыбку. Ни греческие, ни турецкие этапы в жизни города мы сегодня не увидим. А вот новая история города, которая началась в 1784 году под эгидой Екатерины II, уже заметна более явно. И в архитектурном стиле зданий, и в планировке города. Навигатором Google, кстати, в городе лучше не пользоваться. Система из-за блокировок работает некорректно, поэтому он все время зависал и выстраивал мне неправильные маршруты какими-то обходными путями. Направляйтесь на северо-запад. Кстати, если вы думаете, что можно махнуть на полуостров и одним разом перепрыгнуть из осени в лето, то вы сильно ошибаетесь. В городе царит такая же невероятно красивая златолиственная осень, как и в Петербурге, с невысокой температурой и затяжными дождями. Под ногами то и дело нахожу спелые круглобокие каштаны,
которые так и просятся в руки. Захвачу, пожалуй, парочку себе на память. Если вам нужен шопинг или вы хотите вкусно покушать, то нужно пробираться к центру. Именно здесь стоят и торговые центры, и хорошие кафе и рестораны. В одном из них мы обязательно чуть позже приземлимся, погреться и отведать местной кухни. Здесь же находится самая старая пиццерия. И она так и называется – Старая Крымская пиццерия. В ней подают невероятно вкусную пиццу по старым рецептам, а маленькие круглые пиццы туристы увозят с собой домой в качестве сувенира. Дом, в котором разместилась пиццерия, имеет очень необычную архитектуру и известен в народе как дом с драконами. Драконы эти, правда, больше похожи на татарского змея Зиланта, которого я видела в Казани. Признаюсь, мне увиделась в этой пирамиде претензия на то, чтобы побрататься с Лувром, и очень хотелось узнать, с какой же целью ее здесь выстроили. И что там у нее внутри, музей или сувенирный магазин? Все оказалось прозаичнее. Под пирамидальной крышей приютился самый обычный бар. Возмутил такой расклад и жителей города, поэтому по их многочисленным жалобам название бара «Алкостудия», которое гордо красовалось на пирамиде, демонтировали в 2018 году. У нас должен был быть ботанический сад, но ударил дождь, причем такой приличный. Я взяла зонт в город, в багаж, но я не взяла его с собой сейчас, когда пошла на прогулку. Поэтому сейчас мы будем ретироваться ускоренно, искать какое-то хорошее кафе и посидим там немножечко, отдохнем. От дождя мы будем прятаться в корчме Диканька с очень аутентичными этническими интерьерами. И в ожидании заказанной ухи будем вкушать вкуснейшие пампушки, пропитанные чесночным соусом. Это очень вкусно! А вот добраться до дома, оказывается, задача не из легких. Размещаю заказ в службе такси «Максим». Жду 15 минут. Утраиваю ставку, есть там такая функция, если вам показалось, что никто не хочет к вам ехать из-за низкой цены. Вижу, что машин рядом полно, но даже на тройную ставку ехать никто не хочет. Несытный заказ. Значит, не показалось. Прождав час, иду домой пешком под проливным дождем. Благо он потихоньку стихает, а бодрая ходьба согревает получше глинтвейна из Диканьки, хотя он и был хорош.